Здорово, танкисты, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Leste Games. Сегодня у нас на обзоре немецкий средний танк 8-го левела, прем-танчик Kampfpanzer 07 Mirage. Да, вот так он называется, КПЗ 07 Mirage сокращенно. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем гайд, обзор по этой машине и передаем слово Петровичу, нашему мехводу. Итак, количество модель нашей сковороды, ну и давайте смотреть. Начнем с корпуса. НЛД 165-162. В принципе, неплохой НЛД, как для среднего танка с его подвижностью, да. Иногда что-то, в зависимости от угла входа снаряда, вы сможете даже зарикошетить. ВЛД еще интересней. 182 вверху, 191, надгусеничные полки по 190. И ВЛД на самом деле, как опять же для среднего танка, хорош. Потому что вот так будет встречать снаряд, и здесь уже 200 плюс. А есть у нас дофига танков, как СТ-шек, так и тяжелых танков. ИС-5, ИС-6, Крайслер с бронепробитием в районе 200 на обычном типе снаряда, и здесь нас уже даже вот так вот и пробивать не будут. Поэтому, ну, все как повезет, что называется. Касаемо башни, полный картон 84, щеки вот эти приведенки 113, вверху 89, вот здесь по 133. Но есть сюрприз. Ребят, как это не смешно, на этой машине интересный борт. 75 миллиметров, а надгусеничная полка 80. Фальшборд. И получается, что эта машина очень даже знатно танкует от борта. Да, мы не имеем брони в башне, но у нас шикарный борт. И это позволяет иногда танчить от борта, разводить противников на выстрел. У нас сумасшедший КД, и можно даже аккуратненько разваливать врагов от борта. Что касаемо пушки, у нас установлена пушечка 8-го левела. Альфа у нас супер-гипер нищая, да, 200, 320 на фугасе. Пробитие на основном снаряде тоже супер нищая в 205, на голдовом 255. Но небольшой бонус, подарок на фугасе 90 миллиметров. Нифига себе. Очень странный ход мыслей у разработчиков. Ну да ладно. 5 секунд на стоке время заряжания орудия. 2400 ДПМ, опять же на стоке. 0.35 точность, в принципе, неплохая. И гиперкомфортное время сведения орудия 1,5 секунды. Интересное орудие, к нему нужно привыкать. И, конечно же, от малой альфы играть, ну, скажем так, учиться не у каждого получится. По полевой модернизации во втором блоке качаем легкосплавные узлы крепления, в четвертом плавающий прицел, в пятом антибликовую маскировку фар. Вторым слотом берем обзор. Что касаемо оборудования, применила здесь немного нестандартный вариант. Хочется сюда было еще его, чтобы сделать быстрее, поставить турбину, но я все-таки катаю на КПЗ-07 Mirage на вентиле, на просветленке и на досоле. Вот, такой комплект очень сильно влияет на ДПМ, на обзор. Обзор нам нужен, мы быстрый танк, мы занимаем первыми позиции, ездим на уровне ЛТшек. Да, по снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, скорость полета снаряда 962 метра в секунду. Голда кумулятивная 870, очень медленная. Осколочно-фугасный с хорошим пробитием, но, к сожалению, скорость полета 853, и это прискорбно. По снаряжению ставим ремку, аптечку, автоматический огнетушитель. Я поставил доп. Паёк, чтобы максимально раскачать возможности этой машины. Экипаж, 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. Теперь по плюсам и минусам машины. Что касаемо огневой мощи. У нас есть даже УВН, но нет брони в башне. У нас посредственная скорость полета на снарядах, очень нищая альфа, очень слабое пробитие на основном снаряде, поэтому зачастую даже уже против восьмерок себе подобных приходится играть на голде. Ну, против девяток и десяток однозначно. У нас хорошая точность, у нас ДПМ больше 3. И самое важное, у нас пушка заряжается даже при такой нищей альфе всего лишь чуть менее 4 секунд, что позволяет танки ставить на гусеницу, на каточек, да, и уже не отпускать с этого катка. Ну просто 4 секунды, ребята. Вот, это касаемо огневой мощи. По ХП у нас вполне себе даже неплохо. Чуть-чуть
больше стандарта 1350, и это good. По мобильности все супер хорошо, у нас 65 вперед, 23 назад, почти 24 лошади на тонну удельную мощность, и это круто. КПЗ-07 Mirage очень подвижный танк, очень быстро набирает свою максималку. По незаметности тоже все хорошо, просто перк незаметности даже у кого-то нету, а у остальных только качается. Где-то на 34-36%, кстати, здесь рассчитывать можно. По обзору на просветленке у нас почти 500 метров, 497, поэтому ассист по засвету вам обеспечат. Машина неоднозначная. Вы скажете, сумасшедший ДПМ, хорошая подвижность, борт крепкий, да и в принципе корпус, да, но башня очень картонная, а самое угнетающее по этой машине для большинства танкистов это все-таки альфа в 200. Это очень мало, и чтобы на этом танке настрелять впечатляющее количество урона, нужно прям реально запотеть. А не так уж часто на наших картах, в наших боях есть прям хорошие позиции для настрела, чтобы вас не засветили. Поэтому, ну, машина такая, требующая прямых рук. Отправляемся в бой, посмотрим, на что, собственно, КПЗ-07 Mirage способен. Так, господа, обзор боем у нас. КПЗ-07 Mirage, средний немецкий танк 8 левела, прем-танк. Эх, нам бы на гору заехать, было бы круто, да. Это было бы круто. Да не, раз сдадут. Ладно. Ну как заедешь? Он очень торопится. Так, ну две насветили, косарь настреляли, что?
тычечку еще дали. Ух ты. Как он тут проехал-то? Знатно. Поблайндим пока. О, наши светить едут. Так, а что у них там осталось? АЦшка, да? Угу. Там нет никого. И там нет ни... А. Главное не разбиться. Водитель из меня такой себе. Ну, ребята, 3 с полтовой сделали суммы. Посветили, постреляли. Ты гля, он меня убил. Кернер вон за мной прятался. Ладно, сойдет. Ну, конечно, настрел маленький с таким ДПМом. Ну и, блин, я на горе был, аккуратно все делал. Зато светил, да. Сколько у нас суммы? 3500. Как для восьмерки сойдет. Хорошая подвижка, шикарный ДПМ. Ну, правда, брони в башне нет. Но корпус интересный. Да-да-да-да. Корпус интересный у танка. Ну чё вот там арту добить? А, там еще этот. АЦшка выеживается. Все. Чё за танк можно сказать в целом? Не каждому подойдет. Да, быстрый. Да, хороший КД, но маленькая альфа. Много настреливать тяжело. Обычным не статистам на этом танке сделать дамаг там 3К плюс чистого очень будет тяжело. Потому что альфулечка вот такая. Вот. А брони нет. И эта взаимосвязь, она, конечно, жесткая. Тут даже говорить нечего. Настреляли позорное 7-е место. Вот. Но зато подсветили пацанов. Ладно. Машина неоднозначная, не каждому подойдет, на мой взгляд. Вот. Ребята, у кого есть КПЗ 07 Mirage, Камфазер, да. Пишите свои комментарии, как вам эта тачка. Вот. На каком оборудовании катаетесь, как она вам в целом. Я по 5-бальной системе данному агрегату 4 с минусом, либо 3 с плюсом поставлю, только потому, что он не каждому подойдет, этот танк. Сковорода. Ну, от карт очень все зависит. Безусловно, конечно, для него. Но есть плюсы, подвижность, все такое. Ладно, прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал. Ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.